Всем доброй ночи. Честно говоря, я вчера хотела этот ритуал снять, но настолько была уставшая, и уже 5 часов утра я просто поняла, что я не осилю уже, и мне сил не было. Поэтому снимаю сегодня. Итак, друзья мои, испокон веков известно, что металл отражает и отталкивает зло, злую энергию. Кроме того, на металл начитывали защиту. Металл мог быть просто железо, алюминий, но чаще всего на благородный металл, естественно, начитывали оберег, защиту, чеканили на нем, может быть, какие-то знаки богов. У разных народов, у разных культур различные есть традиции, обычаи. На Востоке тот же глаз Фатимы закалывали булавкой, то есть металлом, и острие. Булавка, игла, булат по-другому называется, острие булатное. Острый кончик металлического предмета тоже имеет определенный символ в магии. Запугивает, колет, отталкивает, то есть не дает приближаться отрицательной энергии. И снимать с глаз булавкой, да, я вам давал такой ритуал, или отчитывать иглой, цыганской иглой, то есть большая игла, начитывать на булавку защиту и прочее, оно не просто так дается. Это имеет отличный эффект, но недолгий. Именно на тот период, на который нужно начитывать, на тот период, когда вам нужна защита. Может, кому-то нужно вечером возвращаться домой, может, ходит человек по ночам, может, вы переживаете за своего ребенка, за сына, за дочь. Можете начитать на булавку, прикрепить булавку, где-нибудь на одежде, где не видно, да. Можно с обратной стороны одежды, можно снизу, можно в кармане даже закрепить, если, конечно, палец туда не сунут и не уколется. Но учтите, такая защита делается на один раз. То есть вы переживаете и едете куда-нибудь, чтобы не помешали вашей сделке. Может быть, вы едете что-то покупать или продавать. Волнуетесь, имеете дело там с большими деньгами, может, возите с собой, чтобы никаких происшествий в дороге не случилось. Может быть, вам нужно пойти на какое-то мероприятие, чтобы не сорвалось, не волновались, чтобы не было каких-то неприятностей. Может быть, боитесь, чтобы там не сглазили, что-нибудь не сказали, не пожелали плохого и так далее. Ну, еще и от опасности. Начитывайте на булавку 6 раз, прикрепляйте булавку в какое-нибудь такое место одежды, где невидимо, то есть не видно. И можете спокойно, собственно говоря, идти по своим делам. Но когда это дело завершилось, для чего вы начитывали защиту, вам нужно будет эту булавку вынуть и по новой начитать каждый раз. Такая защита, она очень сильная, но она именно вот для вот этого момента. Собирайтесь вы в дорогу, да, лететь или ехать далеко. Вот проведите такой ритуал, чтобы спокойно знать, что никаких происшествий в дороге не случится. Она будет отталкивать все отрицательные, все нехорошие моменты,
какие-то неприятности, которые могут прилипнуть, да, к человеку, который идет в дорогу. А мы знаем, что в наши дни, в наше время очень много всяких авантюристов, всяких нечистых на руку людей и прочее. И дорога – это очень опасное мероприятие стало в последнее время. Если начитываете на вашего ребенка, говорите его имя. Здесь сказано вокруг себя, там называйте вокруг там Марины, Карины, Ивана. Называй имя своего ребенка. Можете начитать на супруга, если боитесь за него, переживайте. Обязательно он должен знать? Нет, в этом случае он может не знать. Это относится к бытовой магии. Это как благословение матери семейства, как просьба за своих родных и близких. То есть она по праву родного человека, по праву крови, по праву супруга может начитывать. На родителей не можете начитывать. Родители сами должны это делать. Только своим детям, супругу, любимому человеку. И все. Итак, читаем 6 раз. Если забудете эту булавку, там ничего страшного, пропадет, на другую начитайте. То есть она теряет свою силу, как только вот вы от точки А до точки Б проехали, у вас же в мыслях есть, для чего вы читаете. Вы вот идете домой с работы, переживаете, боитесь, взяли, начитали, эту булавку прикрепили и пошли домой. Все, вы дошли домой, живы-здоровы, все хорошо, она потеряла свою силу. В следующий раз точно так же. Это очень сильная защита, но она вот на это время. Защитную силу призываю. Вокруг себя стену железную поднимаю. С севера на восток, с запада на юг. Та стена мощная, та стена неприступная, защитит меня от сглаз, от зависти, от сглаза, извиняюсь, от зависти, от лихого человека, от опасности на пути, от вора и супостата. Мои слова липкие и крепкие, заговор мощный, духи мне в помощь. Слово дело, заклинаю. Защитную силу призываю. Вокруг себя стену железную поднимаю. С севера на восток, с запада на юг. Та стена мощная, та стена неприступная, защитит меня от сглаза и зависти, от лихого человека, от опасности на пути, от вора и супостата. Мои слова липкие и крепкие, заговор мощный, духи мне в помощь. Слово дело, заклинаю. Защитную силу призываю. Вокруг себя стену железную поднимаю. С севера на восток, с запада на юг. Та стена мощная, та стена неприступная. Защитит меня от сглаза, от зависти, от лихого человека, от опасности на пути, от вора и супостата. Мои слова липкие и крепкие, заговор мощный, духи мне в помощь. Слово дело, заклинаю. Вам нужно будет читать 6 раз. Читать нужно на открытую булавку, если кто не понял. Вот так вот начитывайте на открытую булавку. Потом прикрепляете, закрываете и забывайте об этом. Обязательно вот та неприятность, которую вы боитесь, пройдет стороной. Ну, мало ли, может, у вас муж, например, едет куда-нибудь там разобраться, поговорить с родственниками, или куда-то едет за каким-то важным делом, вы переживаете, боитесь за него. Вы можете просто начитать и так закрепить, если он не любит такие вещи, отдельно, вот где-нибудь, где подкладка, где-нибудь так, чтобы он не заметил. Можете маленькую булавку взять, и это его защитит. И та неприятность, которая должна случиться, была, она не случится. Он даже скажет прям
удивительно, на удивление легко все решилось. Вот это можете начитать на близких. А все остальное вы должны делать только тогда, когда сказано, что можно для близких, тогда читаем. Это не мой каприз. Есть вещи, которые вы имеете право, как родной человек, или по, скажем так, по праву крови, или даже вы воспитываете этого ребенка, если он не ваш ребенок. В любом случае вы называетесь его матерью. Вы уже совершили некий обряд усыновления, взятия этого ребенка. Вы назвались его матерью перед людьми, перед миром духов, да, перед силами. Имеете право это делать. Но есть вещи, которые должен делать только человек сам. И вы не имеете права лезть туда, потому что вы не практикующий человек. Вы можете на себя это перетянуть, потом вы не сможете это убрать и так далее. Я недавно вам подарила ритуал запереть беду в зеркале. Я объяснила, что это не при болезни, это вот я по полкам разложила, при каких ситуациях вы имеете право это делать. Мне столько глупостей понаписали. У меня отец болеет, он живет где-то далеко, я могу за него это делать. Как ты будешь это делать? Ты смотришь в зеркало и отдаешь свою беду и закрываешь. Как ты можешь за чужого человека делать что-либо, и тем более болезнь отдать чужого человека? Вот просто, вот когда вы... Или остановите онкологию, или, например, просить пощады у Мары, да? Милости Мары. Я могу сделать за подругу, за соседа. Вы в своем уме вообще. Если вы это сделаете, вы потом заболеете сами. Почему? Потому что у вас нет этой болезни, а вы сидите и заговариваете. Вы понимаете, что вы несете? Я устала объяснять, просто устала, реально. Даже по логике вещей это все равно как, я не знаю, вот у него живот болит, можно я выпью это лекарство, и у него живот пройдет. Это одно и то же. Как ты можешь чужую болезнь заговаривать вместо него? Объясните мне, я не понимаю такие вещи. Я просто устала. Пожалуйста, слушайте внимательно, внимательно. Я очень подробно объясняю. Там лазейки никакой не остается. Все четко, ясно. Все сказано, все по полкам разложено. Еще и внизу пишем описание, и там все это написано и объяснено. Неужели вот нельзя просто не занимать мое время на это все? Вы не представляете, как я устаю, сколько я работаю, сколько я бы за это время вам бы отдала. Я сижу, то ваши глупости исправляю, то не знаю что. Пожалуйста, слушайте внимательно. Все сказано досконально, просто по полкам разложено. Имейте немного совести. Вместо того, чтобы еще раз переслушать, вы пишете мне эту ересь. Всем удачи!